Первая функция, которая лежит на руководителе отдела продаж, это постановка планов. Я знаю то, что много споров ходит вокруг того, кто же именно должен ставить план. Либо это владелец бизнеса должен ставить план продавцам, или это руководитель отдела продаж должен делать. На самом деле владелец бизнеса, он ставит план руководителю отдела продаж, как главному ответственному за подразделение продаж. Руководитель отдела продаж принимает план у владельца бизнеса и распределяет его между сотрудниками отдела продаж. При постановке планов руководитель отдела продаж, как ответственный за выполнение этих планов, должен обязательно согласовывать с собственником ресурсы, которые ему предоставлены для того, чтобы этот план выполнить. Это могут быть финансовые ресурсы, людские ресурсы, все, что нужно для того, чтобы выполнить план. Руководитель отдела продаж на берегу до того, как он этот план принял, должен согласовывать с собственником, и если ему что-то нужно, он должен это попросить и утвердить. Еще одна важная функция руководителя отдела продаж – это найм и адаптация новых сотрудников. Что сюда входит? Это поиск кандидатов, это проведение собеседований, это стажировка новых сотрудников. И после того, как люди выходят со стажировки, это адаптация их в коллектив, чтобы они могли продавать и нормально развиваться в рамках вашей команды. Очень важно, что найм новых сотрудников должны проходить регулярно, вне зависимости от того, укомплектован у вас сейчас штат отдела продаж или нет. Есть у вас нужда сейчас в продавцах или нет. В любом случае постоянно должен происходить найм и отсмотр новых кандидатов. Почему это так важно? Во-первых, дело в том, что когда вы регулярно отсматриваете новых кандидатов, в течение года постоянно проводите собеседования, рано или поздно к вам попадаются интересные ребята с хорошим потенциалом, которых можно просто взять на работу и сделать так, чтобы они реализовали себя в вашей команде. Второе. Наверняка в вашем отделе продаж есть так называемые аутсайдеры, люди, которые продают хуже всего. Понятно, что с ними нужно работать, их нужно развивать, но в том случае, если вы поймете, что с продавцом пора прощаться, у вас всегда будет замена, и вы всегда будете готовы быстро заменить его, чтобы ваш отдел продаж не простаивал. Ну и третье, когда вы постоянно проводите собеседования, отсматриваете новых людей, ваша команда, те продавцы, которые у вас сейчас работают, они находятся в нужном тонусе. Это влияет на них психологически, они понимают, что нельзя расслабляться. Пожалуй, самая главная функция руководителя отдела продаж – это контроль исполнения поставленных планов. Это то, что он делает круглогодично, ежемесячно, еженедельно, ежедневно, с 9 часов до 18, смотря какой у вас там график в вашем отделе продаж. Но он только этим и должен заниматься. Что он делает в рамках контроля? Он должен, во-первых, анализировать текущие продажи на ежедневной основе. Для этого у него должен быть дашборд с цифрами, с показателями, сколько люди делают количественно звонков, какая продолжительность разговора, сколько они делают встреч, какие конверсии, сколько выставляют счетов, какой средний чек. В общем, все цифры, которые есть в отделе продаж, должны быть у него на дашборде, как на ладони, и он ежедневно отсматривает эти цифры и анализирует, идем мы к плану или не идем. Конечно же, основной инструмент, помимо дашбордов, это CRM-система, в которой руководитель отдела продаж смотрит движение по воронке продаж, как продавцы работают на каждом из этапов, какие есть конверсии. Там же он прослушивает звонки. Обязательно нужно сделать так, чтобы звонки у вас автоматически все записывались в CRM-систему. Также он просматривает переписки в мессенджерах, которые обязательно тоже в 100% случаев должны подгружаться в CRM-систему. Все это происходит на ежедневной основе. Смотрим дашборд, смотрим CRM, звонки слушаем, читаем переписки и анализируем, как мы идем к плану, и отвечаем себе на вопрос: если мы к плану не идем, то кто у нас в отделе продаж является слабым звеном, которому нужно помочь продавать лучше. Конечно же, анализ работы продавцов — это только 50% контроля. Вторые 50% — это разборы, которые руководитель отдела продаж должен проводить с продавцами. Что такое разборы? Вот мы проанализировали дашборды, CRM, послушали звонки, переписки и поняли, что у нас у Александра и у Сергея есть определенные сложности в продажах. Кто-то из них не дожимает, кто-то из них не может установить контакт, у кого-то проблемы в переговорах. Мы идем и разбираемся. Разборы — это ежедневная работа руководителя отдела продаж, когда он общается со своими продавцами. Во время разборов руководитель отдела продаж обучает продавцов, если они что-то не понимают. Он может их критиковать, ругать. Он может их хвалить, если у них хорошие результаты. Он может их наказывать, если они не понимают по-хорошему, не понимают простой критики. Он может их в конце концов увольнять. А может оказывать им психологическую поддержку, если продавцу просто трудно что-то дается с психологической точки зрения. Все это задача руководителя отдела продаж. Это задача и функционал, связанный с развитием своей команды. Это делать нужно обязательно каждый день. Также к развитию персонала относится проведение обучений и тренингов. Они бывают по продукту, бывают по технике продаж. Обучение проводить нужно уже не каждый день, их можно проводить раз в неделю, готовить заранее презентацию. Я рекомендую это делать в понедельник с утра, потому что это такой, как мне кажется, наиболее
наиболее удачный во многих бизнесах период, когда клиенты еще не проснулись, и можно это время уделить как раз-таки развитию. Еще одно обязательство руководителя отдела продаж, про которое многие забывают, это докрутка и оптимизация бизнес-процессов. Что это такое? В отделе продаж, конечно же, должны быть регламенты, должны быть какие-то правила, и руководитель отдела продаж в момент, когда он проводит анализ работы продавцов, в момент, когда он проводит разборы с продавцами, он в любом случае будет попадать на такие моменты, когда что-то в регламенте неправильно, где-то какой-то бизнес-процесс несовершенен, что-то в CRM работает не так. И руководитель отдела продаж обязательно должен эти вещи видеть, записывать, фиксировать и улучшать. А теперь давайте разберемся, что должен делать руководитель отдела продаж каждую неделю и каждый месяц. На еженедельной основе руководитель отдела продаж должен проводить аналитические совещания. Что это такое? Это совещание, оно длится где-то, может быть, там 1,5-2 часа, на которое руководитель отдела продаж готовит отчет по прошедшей неделе. Что на этом отчете? Движение к плану, как мы за последнюю неделю продвинулись к плану за месяц. Это отчет о каких-то системных или индивидуальных ошибках по отделу продаж или конкретного менеджера. Это зоны роста для отдела продаж в целом и по конкретному продавцу. Это могут быть какие-то новости компании. Также на этом аналитическом совещании могут выступать представители смежных служб. Даже если у вас маркетинг, например, на аутсорсе, вы можете звать маркетолога, таргетолога, еще какого-то специалиста, который помогает вам привлекать лиды в ваш бизнес, для того, чтобы он выступил и рассказал, какие планируются на новой неделе маркетинговые активности. Каждую неделю, как я уже и говорил, руководитель отдела продаж проводит обучение либо по продукту, либо по технике продаж. Каждый месяц руководитель отдела продаж проводит стратегическое совещание. В отличие от аналитического совещания, про которое мы говорили, на стратегическом совещании мы обсуждаем, во-первых, результаты месяца. Выполнен план или не выполнен. Обсуждаем, если план не выполнен, почему нам не удалось его выполнить. Разбираем свои ошибки. Смотрим зоны роста. Даже если план выполнен, в любом случае зоны роста есть, и их нужно разобрать. Также на этом совещании мы обсуждаем планы на отдел продаж на месяц. Не путайте, это не то время, когда нужно раздавать индивидуальные планы. Это лучше делать персонально, лично, наедине. На этом совещании мы можем рассказать, какие планы у нас поставлены на отдел продаж. На этом же совещании вы можете произвести награждение победителей рейтинга, если у вас рейтинг по продажам ведется. Также может выступить опять-таки представитель службы маркетинга, рассказать о том, какие рекламные активности у нас запланированы на предстоящий месяц. Каждый месяц руководитель отдела продаж готовится к отчету перед собственником. На этом отчете руководитель отдела продаж, конечно же, приходит с результатами, с цифрами, с показателями, которые были у нас достигнуты за месяц. И в обязательном порядке, даже если результаты по месяцу хорошие, руководитель отдела продаж должен отчитываться по зонам роста. Что мы можем еще сделать для того, чтобы вырасти? Где мы не дорабатываем? В чем у нас проблемы? Каких ресурсов нам не хватает для того, чтобы увеличить продажи? Ну и не будем забывать про зарплату. Раз в месяц руководитель отдела продаж ведет расчет заработной платы. Конечно же, делать это должен именно он для своих продавцов на основе той системы мотивации, которая утверждена в отделе продаж. Если хотите получить майндмэп по этому уроку, в котором будет структурировано прописано все, что я сегодня рассказал, вы можете это сделать, пройдите по ссылке под видео и получите майндмэп. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не успели этого сделать. Совсем скоро я выпущу новое чумовое видео про маркетинг и продажи. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и напишите комментарий, насколько это было полезно, сможете ли что-нибудь применить у себя.